Вау! Какая вонь! Привет всем любителям науки! И приветствуем вас на канале, друзья! И сегодня, как всегда, мы расскажем вам очень много интересного, а главное познавательного. Сегодня мы расскажем вам, как можно сделать лампочку из обычного соленого огурца или маринованного, это не важно. Мы приготовили для этого целую банку новенькую. Стой, прежде чем мы будем это делать, пока не нужно, нам нужно отправиться далеко в прошлое, где в Италии, в прекрасном каком-то городе, например, какой был город? В Магдебурге. Нет, не Магдебург. Нет, это не вообще не Нет, это не то. Прекрасный город, который назывался... Флоренция, пускай будет так. Но я знаю точно, кто проводил этот эксперимент. Звали его Алессандро Вольта. Давным-давно, когда люди не знали ничего об электричестве, знали буквально чуть-чуть, соображали, что оно имеет свое течение, назвали это электрическим током. Алессандро Вольта, он начал проводить интересные эксперименты. Уже тогда ученые заметили, что для того, чтобы появился электрический ток, нужны металлы, но металлы с разным потенциалом. Что такое разность потенциалов у металлов? Вот представим, что вот у нас в руках два вида вот таких вот пластинок. Это будет цинковая, примерно, у нас нет таких металлов пока, цинковая и медная пластинка. Да. У цинка количество электронов внутри очень маленькое по сравнению с медью. И получается, если создать проводящую среду, электроны из меди побегут куда? В цинк. Потому что в природе все стремится к балансу, и если у кого-то очень много этих электронов, он богат на электроны, он делится ими с тем металлом, у которого этих электронов нет. Частицы будут бежать по направлению от меди к цинку. И что сделал Алессандро Вольта? Он, проводя эксперименты, заметил, что только две среды могут хорошо являться проводниками. Это либо кислая среда, то есть кислота или кислоты, либо соленые. Подожди, я хотел об этом поговорить попозже, но раз уж ты это начал, Алессандро Вольта нанизал цинковую пластинку, а потом нанизал, медную. Нанизал медную, снова взял цинковую и снова взял медную. Пошел электрический ток? Нет, конечно, не пошел. Почему? Потому что металлы так просто обмениваться электронами не могут. Да, и вот тут как раз ученые задумались, а как же это сделать? Нужен какой-то материал или, может быть, жидкость, которая будет являться проводником между двумя металлами. И вот тогда Алессандро Вольта создает первую в мире батарейку. Да, она давала 1,5 вольта, была она, я помню, что она была 70 сантиметров примерно такой высоты, с цинковыми и медными пластинами. И называлась она вольта-столб. Да, вольтов столб. Но между цинковыми и медными пластинками нужно было что-то проложить. Что сделал Алессандро Вольта? Алессандро Вольта взял... тогда он взял картон и промочил его кислотой. Я промочу для примера соленой. Да давай, соленой. Просто будет. Давайте, это будет один пример. Один пример. В общем, смотрите, как это устроено. Закрываем банку для того, чтобы она являлась нам пьедесталом для вольтового столба. Вот он промочил хорошо в кислоте картон. Да, потом нанизал медную цинковую пластинку. Потом брал хорошо промоченный картон в кислоте. Он действовал в перчатках, когда мы сейчас такие балбесы. Соленый огурец что-то хотел. Вот. После этого снова нужно было нанизать пластинку с кислотой. После этого положить цинковую пластинку. Потом медную пластинку. И, кстати, у меня вопрос. Как раз проверю, кто посмотрел видео. Узнайте в интернете, сколько использовал медных и цинковых пластинок Алессандро Вольта. Да, это очень интересно. Как раз зайдете на Википедию и посмотрите, как это все происходило. А мы взамен обещаем, что мы попробуем повторить этот эксперимент, когда у нас будет, очень много подписчиков. Да, например, целых 100. Смотрите, что получил Алессандро Вольта. Медные цинковые пластинки, соединенные кислотой. Как называется вещество, которое соединяет две пластинки? Ой, это называется... является, в смысле, проводником тока между двумя пластинками. Как же это называется? Электролит. Да, электролит. Электролитом может являться все. Даже если вы разберете свинцовый аккумулятор, то там тоже будет электролит. Либо щелочной, либо кислотный.
Ну Вот. а теперь все-таки возвращаемся к тому эксперименту, который все очень долго ждали. Да, после вот этого эксперимента нам захотелось сделать что-нибудь яркое. Поэтому смотрите, мы знаем, что кислота либо щелочь, они проводят электрический ток. Поэтому электролитом может являться обычный. Доставай. Это твоя профессия, доставать огурцы. Он вообще всех постоянно достает. Это его любимое дело. Вау! Стой! Это настоящий огурец! Да, я с другой стороны укушу. А что ты? Мог себе взять новый? Не надо. Он понравится. Соленые огурцы. Ну что же, и теперь мы проводим простой эксперимент. Мы сделали прибор, у которого разомкнуты контакты. Да. Для того, чтобы этот прибор все-таки как-то действовал, мы сделали индикатор из утюга. То есть, если на утюге загорится лампочка, значит ток пошел и работает на потребителя. Вот здесь у нас, пока не включай, вот здесь у нас один из проводов разомкнут. То есть ток не может циркулировать по проводам. Поэтому мы сейчас нанизываем на эти два контакта огурец. Нанизали огурец, и после этого нам предстоит просто включить весь этот прибор в розетку. Конечно Так же, как это опасно. используем резиновые перчатки, как это делал Александр Вольта. Выключаем весь возможный свет. Бам! И теперь... О, ток пошел! Смотрите, утюг моргает, значит ток идет. И огурец начинает светиться. Вау! Какая вонь, друзья мои! Вырубай машину! Да ладно, красота же. Вот это классно! Ну а пока огурец светится, мы просим вас подписываться на наш канал, ставить лайки и Да, никогда не баловаться с электричеством. Конечно, не делайте то, что делаем мы, потому что у вас дома также будет сильно вонять, как у нас.